Украина начала переговоры о прекращении войны, Зеленский вводит санкции против властей Грузии, а Лукашенко ждет в гости Путина. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Политический кризис во Франции. Почему впервые за 62 года парламент отправил правительство в отставку? Украинская делегация уже начала переговоры о завершении войны. Что известно об условиях мира и готов ли Запад предоставить гарантии безопасности Киеву? Немецкий политик, который готов поставить Путину 24-часовой ультиматум, готовится к поездке в Украину. Как в дальнейшем планирует разговаривать с представителями Кремля? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Никакой военной помощи Киеву и запрет на дальнейший экспорт украинского зерна через Румынию. На такие меры готов пойти ультраправый румынский кандидат в президенты Калин Джорджеску, если победит во втором туре выборов. Он также заявил, что Бухарест не обязан выполнять обязательства НАТО по расходам на оборону и что не даст возможности украинским пилотам обучаться на территории страны, как это было ранее. Но как я могу согласиться на это? Это невозможно. Румыния и румынский народ на первом месте. Невозможно представить себе, что рядом с нами, в центре Европы, идет война. Поэтому приоритетом, безусловно, будет то, что эта война в Украине должна быть немедленно остановлена. Несомненно, я буду участвовать в обсуждении этой темы. Стратегия мира — единственная стратегия, которую я знаю, и мы будем реализовывать ее как внутри страны, так и за ее пределами. Тем временем Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы, которые связаны с предвыборной кампанией Джорджеску. Он, напомню, неожиданно для многих внутри страны победил в первом туре. Согласно документам, ультраправого кандидата в предвыборной кампании перед первым туром поддерживали десятки тысяч аккаунтов в ТикТоке. Некоторые из них были созданы много лет назад. Румынская разведка сообщает, что кампания Джорджеску велась с использованием алгоритмов соцсетей, что позволило резко повысить его популярность. Кроме того, была обнаружена сеть аккаунтов, которая манипулировала общественным мнением, а также вторая сеть аккаунтов, связанных с российским государственным СМИ «Спутник», которая была нацелена на румынских и молдавских пользователей. Санкционный удар Зеленского. Украинский президент подписал указ про введение ограничительных мер против властей Грузии. Такое решение – реакция на события в этой стране. Щойно підписав указ, який надає силу рішення РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз в Грузії, яка здає Грузію Путіну. Саме проти цього зараз в Грузії протести. Важливо, щоб партнери також зараз говорили про свою позицію, чесно заявляли про те, що відбувається. І треба діяти. Так буває в міжнародних справах, якщо вчасно не відреагувати, або якщо відреагувати не принципово, то далі втрачені десятиліття і країни позбавлені свободи. Не можна втратити нікого в цьому регіоні, ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатись против Москвы. Впервые с начала протестов в Грузии ночь со среды на четверг прошла относительно спокойно, без насилия со стороны силовиков. Тем временем грузинский премьер уверяет, что в стране нет репрессий, а обыски у представителей оппозиции – это необходимая мера. Я не могу назвать это репрессиями. Это скорее превентивные меры, чем репрессии. Что касается связи, то это факт. Одно подтверждено. Люди систематически снабжались пиротехникой и другими средствами, соответствующими политическими силами. Это абсолютно ясно. Политическое потрясение. Во Франции новый этап в истории страны. Накануне депутаты Национального собрания проголосовали за вотум недоверия правительству Барнье. Такого в стране не было уже более 60 лет. Последний раз парламент отправлял правительство в отставку лишь в 1962 году. Я гордился и горжусь тем, что строю, а не разрушаю, и что в течение всего этого времени я прислушивался к тем, кто говорил мне об этом, действуя из лучших побуждений на благо страны.
Уважаемые законодатели, я не могу согласиться с тем, что институционная дестабилизация может быть целью, которая объединит большинство членов парламента здесь, в момент, когда наша страна переживает глубокий моральный, экономический, финансовый и гражданский кризис. Причиной вотума недоверия правительству стало решение премьера утвердить бюджет на 2025 год без согласования с парламентом, пишет французская пресса. Кроме того, правительство Барнье не имело большинства. Голосов же левого блока «Новый народный фронт» и ультраправого национального объединения вполне хватило для отставки правительства. Сейчас во Франции обсуждается, кто же займет место Барнье и каковы позиции у Макрона. Украина начала переговоры о прекращении войны. Для этого высокопоставленный помощник Зеленского уже приехал в Вашингтон, где такие переговоры будут вестись с командой Трампа. Об этом пишут сразу несколько западных изданий. Украину в США представляет глава офиса президента Андрей Ермак. Рейтер уточняет, что он уже встретился с посланником Трампа по Украине Китом Келлогом. Wall Street Journal тем временем пишет, что этот визит необходим украинской делегации для того, чтобы сгладить серьезные разногласия в вопросе урегулирования войны с РФ. И сделать это важно еще до инаугурации Трампа. Украинцы излагают свою максималистскую позицию на возможных переговорах. Возможно, они действительно признают, что членство в НАТО – это не вопрос ближайшего будущего, но почему они должны признавать это еще до начала переговоров? Приход администрации Трампа дал людям в Киеве надежду на прорыв. Как он будет выглядеть – вопрос. Но ясно одно – статус-кво будет прекращен. Западная пресса также напоминает, что советники Трампа ранее обсуждали варианты завершения войны, согласно которым около 20% территории Украины остаются под российской оккупацией, и Украина ко всему не становится страной-членом НАТО. А что вы думаете о таких условиях? Поделитесь своим мнением в комментариях. Североатлантический альянс изменяет стратегию поставок оружия Киеву, чтобы подготовить Украину к переговорам о перемирии. Сейчас союзники Украины даже изменили акцент с попыток добиться военной победы на подготовку Зеленского к будущему диалогу с РФ. Об этом пишет Bloomberg. В НАТО, как уточняют авторы издания, сейчас рассматривают и вариант завершения войны, когда внутри Украины будет создана демилитаризованная зона, а европейские войска, вероятно, будут обеспечивать ее безопасность и патрулировать. Кроме того, обсуждается вариант таких гарантий безопасности для Киева, которые бы не провоцировали Путина. Пока же партнеры Украины делают все, чтобы усадить Путина за стол переговоров. Одна из целей усиления украинской армии – предоставление ей возможности наносить удары по территории России с использованием западного оружия – убедить Путина, что переговоры лучше, чем продолжение боевых действий. Однако в данный момент это маловероятно, поскольку российские войска продолжают наступление. В Украину планирует приехать человек, который готов поставить Путину 24-часовой ультиматум. Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц уже анонсировал свой визит. Сейчас он выступает за создание специальной контактной группы, в которую должны войти Германия, Франция, Великобритания и Польша. Эти страны, по мнению Мерца, должны выработать общую европейскую стратегию поддержки Украины. Также Мерц считает, что Россия должна проиграть в этой войне, а Украина, соответственно, победить. Фридрих Мерц буквально несколько недель назад заявил, что если станет новым канцлером, то не будет церемониться с Путиным. Он потребует от Кремля прекращения боевых действий и даст Москве всего сутки на ответ. И если в России не захотят мира, то Мерц будет готов передать Украине дальнобойные ракеты «Таурус» и снимет ограничения для ударов по военным объектам на территории РФ. В целом сделает то, чего многие европейские политики ждут от Олафа Шольца. Путин планирует прилететь к Лукашенко. Уже 6 декабря два диктатора встретятся в Минске в рамках так называемого заседания Высшего государственного совета союзного государства. И в Кремле, и у Лукашенко в преддверии этой встречи анонсировали, что собираются уделить особое внимание вопросам оборонного пространства России и Беларуси. А самопровозглашенный еще и удивил заявлением о правах человека. Я позавчера разговаривал с Владимиром Владимировичем как раз, наверное, перед встречей у вас с ним. У нас там много было вопросов и других, но я еще раз его пригласил в Минск.
и сказал, что мы подготовим как следует с вами заседание Высшего Государственного Совета, поэтому надо пройтись еще раз по повестке дня и уточнить некоторые вопросы, кратко, хотя они уже определены. Что касается нашей работы, я уже сказал, что немало сделано, особенно в области прав человека, равных прав наших граждан России и Беларуси. Но думаю, что надо где-то нам смелее идти в этом направлении. Тем временем о правах человека и их нарушении в ноябре этого года пишет правозащитный центр «Весна». Там уточняют, что масштабные произвольные репрессии против политических оппонентов режима и инакомыслящих в Беларуси усилились на фоне так называемых президентских выборов. По состоянию на сегодня за решеткой в белорусских колониях находится 1296 политзаключенных. В Узбекистане объявлен в розыск гражданин страны, который входит в группировку сирийских повстанцев и воюет против союзника Путина Башара Асада. Издание «Калампир» уточняет, что Давлату Телабердиеву нет и 30 лет. Находясь в Турции, он попал под влияние международной террористической организации и уже в 2019 году был на территории Сирии. Там прошел спецподготовку и с того времени участвует в вооруженных действиях. Теперь на родине он подозреваемый. Кстати, сразу по 3 статьям Уголовного кодекса. Напомню, что в Сирии продолжается наступление исламистских формирований на позиции правительственной армии, и это наступление стало большой неожиданностью для президента-диктатора, его союзников в Тегеране и Москве. Рекорд за рекордом. Биткоин впервые в истории преодолел отметку в $100 тысяч за единицу. Мировые издания пишут, что рекордный взлет криптовалюты совпал по времени с сообщением о том, что Трамп хочет назначить сторонника криптовалюты Пола Аткинса главой комиссии по ценным бумагам и биржам. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.